Добрый день всем! Сегодня хочу рассказать про Flux протокол. Это децентрализованный оракул, который занимается поставками данных в Web3. В современном мире, как и в блокчейне, так и в реальном мире, в каком-то мире корпораций, очень важны данные и своевременное их поступление. Поэтому Flux протокол следит за тем, чтобы эти данные были правдивыми и поступали своевременно. То есть большие корпорации решили, что хорошо бы хранить данные, которые нельзя будет подделать, и для этого очень сильно подходит блокчейн, в том числе, например, как Solana, NIR, э, Ethereum и так далее. В принципе, и когда вы пишете смарт-контракты, для вашего смарт-контракта нужны какие-то данные. Например, поставка цены, допустим, на какой-то из эм, монет в настоящее время. Вот, поэтому Flux протокол следит, чтобы эти данные были актуальны и чтобы эти данные были правдивы. В чем преимущество? Если вы скажете, есть граф, например, кстати, Flux начал сотрудничать с граф протоколом. Это очень хорошо, потому что о графе сейчас говорит Виталик Бутерин, хочет его использовать в своей эфир-сети. Поэтому данное партнерство это просто замечательно. Flux протокол, вернемся. Что же ему позволяет быть лучше конкурента? Во-первых, все данные, поставки данных используют API, то есть кто-то может создать какую-то из поставок данных для своего проекта или своего смарт-контракта. И, допустим, если эта поставка данных подходит и вам, вы можете запросить API и по этому API подключаться. Flux протокол это прежде всего агрегатор с экономическими гарантиями, то есть он будет мультицепочный, использовать разные блокчейны и поставлять разные сети данные. А экономические гарантии, здесь работает протокол вроде Proof of Stake, и каждый валидатор или тот, кто будет обрабатывать и поставлять данные, он прежде всего рискует своим стейком. Если кто-то заметит, что данные неправдивые или на него кто-то пожалуется, то сеть решит, так ли это. И если что, человек просто лишится стейка в пользу того, кто это заметил, либо тому, кому он поставлял неверные данные. Также здесь есть быстрые транзакции, то есть так как и маленькие комиссии, так как это все будет работать на разных цепях, в основном цепях очень быстрых, например, NIR и Solana, поэтому о высоких комиссиях и скорости маленькой речи не может быть. Здесь мы наблюдаем бейкеров, это NIR протокол, Coinbase, Flow Ventures, это самое главное, такие бейкеры. Ну, многие знают тут и других, например, Figment, Tensor и так далее. То есть это можете изучить сами. Сейчас заканчивается 12-я неделя амбассадорства данной программе, поэтому, скорее всего, могут открыть еще раз эту программу. Такие слухи ходили, поэтому следите за этим. Плюс сейчас идет сейл на балансере, и поэтому можно отследить цену на балансере. Вот сейчас идет сейл. В принципе, монета сейчас продается по доллару 1,6. Ну, а возможно, она спустится на 0,7. Ну вот. Ну, сейл проходит не на балансере, а сейл проходит как на балансере, вот что я хотел сказать. Э, Кто-то вот закупался, например, на 2,6, кто-то на 2,2. Самая низкая цена была что-то вроде 1,4. Поэтому вот, можно посмотреть историю, кто сколько покупал. Примерно было 506 покупок. В принципе, не на малые деньги. Кто-то закупил на 50 тысяч долларов. Еще 50, еще 50. То есть тут ребята не шутят. 30 тысяч долларов. Довольно сильные транзакции. Особенно на 1.6, 1.5. То есть, в принципе,
$1,5 это справедливая цена, как по мне, для данного проекта. А у меня для вас все. Следите за проектом, заходите, следите за амбассадорской программой. Ну и всего доброго.